У супругов Эндрю и Лоры родился долгожданный малыш. Счастье молодых родителей омрачало только странное поведение их собаки. Вскоре их даже начали посещать мысли, что от любимого питомца придется избавиться. Такими пугающими казались его выходки, но когда супруги узнали, в чем причина, то были глубоко потрясены. До появления в своей жизни собаки по кличке Белла Лора и Эндрю были женаты уже несколько лет. Счастливая пара такая же, как и многие, но когда они решили завести ребенка, то столкнулись с трудностями. У Лоры не получалось забеременеть. Врач предупредил, что она, возможно, никогда не сможет иметь детей. Это известие сильно ударило по женщине. Эндрю было больно видеть, как супруга переживает и винит себя. Желая переключить внимание жены, Эндрю решил подарить ей собаку. Он надеялся, что новый очаровательный член семьи принесет в их дом много радости и тепла. Лора была в восторге от щенка. К его воспитанию хозяйка подошла с любовью и вниманием, как заботливый родитель. Она не только баловала, но и дрессировала Беллу. Лора искренне радовалась ее успехам и чувствовала себя спокойнее, зная, что верная подруга рядом. Так прошло еще несколько лет. Лора не теряла надежды, что у них с Эндрю когда-нибудь появится ребенок. Однажды супруги заметили странности в поведении собаки. Она начала ходить за хозяйкой по пятам, будто боялась оставить ее одну. Если Лора запирала дверь в свою комнату, Белла тоскливо скулила, прося впустить ее. Эндрю недоумевал, наблюдая за собакой. Она выглядела здоровой, у нее был хороший аппетит, вряд ли у Беллы что-то болело. Правда выяснилось очень скоро. Лора сделала очередной тест на беременность, и он оказался положительным. Вне себя от счастья она кинулась к Эндрю на шею и расплакалась. Похоже, Белла каким-то образом почувствовала, что ее хозяйка беременна, и защищала ее. Эта преданность очень тронула супругов, но самые поразительные события ждали их впереди. Через 9 месяцев Лора родила девочку. Ее назвали Надя, ведь она была такой долгожданной и выстраданной. Первые месяцы Лора была неразлучна с Надей, но вскоре ей пришлось выйти на работу. Эндрю тоже не мог остаться дома, семье нужны были деньги. Тогда супруги решили нанять няню. Для Лоры это был очень волнительный момент – доверить своего ребенка незнакомой женщине. Она отсеивала одну кандидатку за другой, пока неожиданно к ней на помощь не пришла ее лучшая подруга Софи. Она согласилась присматривать за Надей, потому что как раз искала работу. Софи помогала Лоре и Эндрю организовывать свадьбу, а еще нашла для них этот чудесный дом. Разумеется, они сочли ее идеальной кандидатурой. Тяжелый выбор. Они очень любили Беллу. Эта девочка скрасила их одиночество, была верной и заботливой, но теперь ее как будто подменили. А если она правда набросится на Софи? Однажды с тревогой спросила у мужа Лора: «Даже если мы наймем другую няню, вряд ли это что-то изменит». Эндрю был согласен. Скорее всего, навязчивая опека Беллы никуда не денется. Она будет защищать Надю от любого чужака. Как бы супруги не любили собаку, безопасность ребенка была важнее всего. Они уже готовились обсуждать, кому отдать Беллу. Это разбивало им сердца, но другого выхода пара не видела. Перед тяжелым разговором Эндрю решил немного развеяться и отвлечь жену. После рождения ребенка они редко выбирались куда-то вдвоем, а теперь могли устроить себе свидание благодаря Софи. Они заказали столик в ресторане. Вечером к ним домой приехала Софи. Лора тепло поблагодарила подругу за помощь, на самом деле ей до сих пор было не по себе. Она волновалась, оставляя Надю, но уговаривала себя, что для всех так будет лучше. Едва выйдя за дверь, супруги тут же услышали Беллу. Она тоскливо завывала, будто звала их обратно. Лора хотела вернуться, но остановилась и глубоко вздохнула. Она решила, что этот вечер они с мужем обязаны провести только вдвоем. Белле стоит хоть немного доверять Софии. Возможно, после сегодняшней ночи она поймет, что Надя в надежных руках. Свидание прошло прекрасно. В какой-то момент они расслабились и забыли о неприятной ситуации с питомцем. Неожиданно позвонила Софи и попросила их как можно скорее приехать домой. Белла пыталась укусить ее и не подпускала к малышке.
Няня хотела запереть собаку в другой комнате, но ничего не вышло. Белла едва не кинулась на нее. Услышав об этом, супруги тут же поехали на помощь. Дома их встретили расстроенная Софи, рыдающий младенец и собака, которая беспокойно крутилась возле няни. Супруги извинились перед Софи за поведение Беллы, и женщина ушла. Лора заметила, что стоило только Софи оказаться за порогом, как Белла мигом успокоилась. Переглянувшись, пара поняла, что так больше продолжаться не может. Им придется пристроить Беллу в добрые руки. Было уже поздно, поэтому они уложили ребенка и легли спать. Эндрю все никак не мог выбросить из головы странное поведение собаки. Как их послушная чудесная Белла стала такой нервной и озлобленной. Неожиданно мужчина вспомнил о камерах наблюдения, которые установил в доме по просьбе жены. Во время беременности она стала слишком чувствительной, переживала, что кто-то залезет в дом, пока их не будет. Эндрю решил, что камеры им не помешают, но редко проверял записи. Дома ничего не пропадало, никаких странностей не было, но сейчас другое дело. Было бы не лишним проверить, что происходит с ребенком, пока супругов не было дома. Эндрю сел за свой компьютер, чтобы проверить камеры. Он хотел узнать, что случилось в тот вечер. Правда ли Белла бросилась на женщину и пыталась укусить? Эндрю ожидал чего угодно. Агрессивного нападения, лая, может даже какую-то провокацию от раздраженной Софи. Но то, что он увидел, потрясло его до глубины души и лишило дара речи. Любой родитель на его месте пришел бы в дикий ужас. Оказалось, что они совсем не знали Софи. Женщина была членом преступной группировки, распространяющей запретные видео с детьми. Увидев, что Софи пыталась вытворять с их маленькой Надей, пока ее не остановила собака, Эндрю тут же позвонил в полицию. Питомец, видимо, все понимал. Он разрешал кормить и ухаживать за младенцем, но когда Софи приближалась с целью навредить малышке, собака тут же бросалась и не давала этого сделать. Софи и еще 10 подозреваемых арестовали. Полиция нашла большой архив с шокирующими съемками. Лора и Эндрю были потрясены тем, как сильно заблуждались в Софи. Они так близко подпустили к себе человека, доверили ему самое дорогое – ребенка, и едва не избавились от единственной защитницы. Белла стала настоящей героиней. Она спасла не только Надю, но и сотни других детей, которые могли стать следующими жертвами. Хотя на нее злились и постоянно ругали, храбрая и верная Белла до последнего защищала членов семьи. Лора и Эндрю поклялись друг другу, что теперь всегда будут доверять Белле. Она, похоже, разбирается в людях гораздо лучше. Все-таки собаки умеют считывать эмоции и намерения людей и порой готовы отдать свою жизнь, чтобы защитить хозяев и их детей. Жаль, что не все люди умеют их понимать и любить с той же силой. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.